Привет! Возможно, вы ожидали тут увидеть Илью Яшина. Но, к сожалению, как и другие политические заключенные, он сейчас в тюрьме. И мы требуем их освобождения. А меня зовут Михаил Маглов. Почему я здесь? Об этом лучше расскажет Илья. Есть много примеров людей, которые уехали из России и приносят моей стране очень много пользы. Кто, например? Ну вот, например, у меня был помощник Михаил Маглов, который работал со мной в 2012 году, и из-за угрозы ареста по болотному делу он уехал, сейчас живет в Литве. Ну, человек живет своей жизнью уже там 10 лет, да, но при этом он там работает с какими-то открытыми источниками, он работает с биллингами, он помогал вычислять участников группы убийц Немцова, которые не были даже следствием обнаружены. Ну, то есть человек делает много полезного, оставаясь за границей. Приговор Яшину несправедлив. Но еще несправедливо, что вы остались без отличных историй на канале. Наша команда занимается расследованиями в Scanner Project, и у нас такие истории есть. А поговорим мы сегодня о прямых бенефициарах оккупации Украины, о людях, которые прямо зарабатывают на этом, но, конечно, свое будущее планируют на сатанинском Западе. Не один же Путин это все делает, правда? Первая история о миллиардере, который решил зарабатывать на госконтрактах в разбомбленном Мариуполе, хотя сам предпочитает жить в США. Мы отправимся в ад, кровоточа нам расскажут, что приклад продолжение плеча, и жить в мире не нам, жить в мире больше не нам. Нас отправит на смерть дяденька в пиджаке, и прогноз обещает нам дождь из ракет. С добрым утром, Вьетнам, доброе утро, Вьетнам. Это Алексей Репик, 64-е место в списке российских миллиардеров. Еще недавно в рейтинге Forbes «Короли госзаказа» Алексей занимал 13-е место, заработав на господрядах 45 миллиардов рублей. Состояние Репика оценивается почти в 1,5 миллиарда долларов. Для сравнения, это годовой бюджет Ярославской области. Основной его актив – компания Airfarm. Производит несложные лекарства в России, сложные завозит, фасует и продает. Официальная легенда гласит, что в 2001 году, в 22 года, Алексей Репик начал строить бизнес благодаря маме, заняв у нее 15 тысяч долларов. Ну еще и машину продал. А вот с успешностью компании все сложнее. Основное производство развернулось как раз в Ярославской области. Бизнес рос. Спустя всего 8 лет Алексей уже построил дом в закрытом элитном поселке, недалеко от производства. Его соседом там стал губернатор региона Вахруков, который сейчас работает заместителем Патрушева в Совете Безопасности, а также заместитель губернатора Боровицкий и директор департамента госзаказа Бочериков. В 2014 году мы с депутатом Борисом Немцовым основали исследовательский центр Scanner Project. И одним из наших первых расследований как раз было дело о закупках лекарств у компании Airfarm по завышенным ценам без конкурсов. Второе направление деятельности, которое я считаю абсолютной коррупцией, это закупки лекарств без конкурсов, без аукционов и без тендеров. Конкретно у компании Airfarm. Вот. При этом меня заинтересовали в первую очередь онкобольные, потому что лекарства для них самые дорогие. И кроме того, чтобы вы понимали, у нас на учете в области стоит около 20 тысяч онкобольных. То есть это, понимаете, это много людей. Это ужасно, что столько людей болеет, но вот 20 тысяч, они на учете. Меня удивило, что закупки осуществлялись по цене выше, чем цена в аптеках. В аптеках. То есть, понимаете, ты покупаешь оптом лекарства, казалось бы, оптовая цена должна быть ниже, а она выше. Заместитель губернатора тогда ушел в отставку. Но вот дочь губернатора Сергея Ястребова, который на тот момент возглавлял область, так и продолжила работать в компании Airfarm, где она как раз отвечала за контакты с властью. Проговорим еще раз. Алексей Репик сколотил свое состояние на дружбе и соседстве с чиновниками, которые закупали у него по завышенным ценам препараты для онкобольных. Но не во всех регионах у Airfarm хорошо шли дела. Вот, например, Хакасия. Чиновников и сотрудника компании посадили, сама компания и ее владелец вышли сухими из воды.
В зал суда под конвоем и в наручниках. Все 7 участников преступной группы сейчас находятся под арестом. По версии обвинения, банда использовала мошеннические схемы на госзакупках лекарств и медоборудования. На скамье подсудимых сам Бызов, экс-руководитель администрации главы Хакасии. Он организатор. Его секретарша Екатерина Ковалева, она обеспечивала связь Бызова и Александра Гиттера, менеджера фирмы «Эрфарм». Он подыскивал предпринимателей для участия в аукционах с изначально завышенной ценой и обеспечивал им победу. Для того, чтобы быстро перемещаться, Алексей Репик купил себе вот такого красавца – Бомбардье 5000 и дал ему бортовой номер M-Fine. Все в порядке у Алексея. На самолете летал не только он, иногда джет перевозил и одну из дочерей Владимира Путина. Как узнало издание «Важные истории», Катерина Тихонова использовала самолеты Репика для полетов к своему возлюбленному в Мюнхен. Но вернемся к самому Репику. Кроме бизнеса, Алексей Репик занимает много общественных постов. Он возглавляет общественную организацию «Деловая Россия», входит во многие правительственные советы. Он член правления Союза промышленников и предпринимателей и глава Российско-японского совета. Почему глава японского совета? До 10% акций компании «Эрфарм» принадлежат японскому холдингу Mitsui. Мы воюем со всем блоком НАТО. Никто не готовился к такой войне. С той стороны нам противостоит коалиция с населением почти в 1 миллиард человек. Ну никакая не Украина воюет с нами. Воюет мир, воюет НАТО. Ну вы поняли, с НАТО они воюют. Ну а сейчас мы переместимся в то самое НАТО, на западное его побережье, в Сан-Франциско, куда регулярно на своем джете летает Алексей Репик. Куда мы едем сейчас? Мы сейчас едем в самый лучший отель Калифорнии. Роузвуд Кордевелли. Это прекрасное место, не очень далеко от Сан-Хосе. Примерно на полпути между Сан-Хосе и Монтерреем. Зачем мы туда едем? Я не знаю. Это видео называется «Папа дома». Оно опубликовано на YouTube-канале Полины Репик-Рыбаковой. «Папа дома», а дом в Сан-Франциско. Кстати, а вот и дом, который принадлежит компании AR Family Holdings. Его оценочная стоимость почти 19 миллионов долларов. Дом старинный, построен в 1902 году. 4 этажа, 5 спален, 7 каминов. Солидно. Именно там постоянно проживала Полина Репик с детьми и до 2021 года вела свой влог. По рассказам жены, как минимум 3 из 4 детей Алексея Репика родились в США. И тут нам не обойтись без эксперта в области гражданства США. У него паспорт российский, у него двойное гражданство и паспорт американский. Только по той причине, что он родился там и была такая возможность. И я считаю, что кто бы ни сделал это, просто глупец, если честно. Дом семьи в США, и семья активно интересуется американской политикой. Давайте перенесемся в январь 2017 года на инаугурацию Дональда Трампа. Сейчас мы приехали на церемонию инаугурации возле Капитолия. Сама церемония будет проходить в 12, но мы здесь уже в 9 утра. И сейчас здесь уже огромное количество людей. Вот только что мимо нас прошли Трамп и Мелания, и вся его семья. И, похоже, парад подходит к своему логическому завершению. Нет? Будет еще продолжение? Это самое начало. На ужине, перед тем, как Трамп принял присягу, Алексей Репик тоже побывал и будущего президента США приветствовал. А вот будущий директор ЦРУ и госсекретарь Майк Помпео обаял Алексея. Итого, семья Алексея Репика живет в США. Дети, скорее всего, граждане США. Бизнес Алексея тоже завязан на США. Компания «Эрфарм» зарегистрирована в штате Делавэр и имеет филиал в Калифорнии. В 2019 году «Эрфарм» приобрел компанию из Филадельфии, которая сейчас ведет испытания вакцины против COVID-19, лекарства для лечения средиземноморской лихорадки, а также производит препарат, который применяют при раке молочной железы. В Германии «Эрфарм» купила фабрику в баварском городке Иллертисен. Тут до марта 2022 года производилась российская вакцина «Спутник Ви». После февраля это стало уже очень токсичным. После того, как ракеты полетели в Украину, Репик стал формально уходить из бизнеса. Риски попасть под персональные санкции возросли, и один из способов защитить бизнес – переписать его на номиналов.
Через 3 месяца после начала вторжения в Украину, когда стало понятно, что это надолго, Алексей Репик скрыл себя как собственника компании Air Farm Holding в российском реестре. А вот уже в августе появилась громкая новость. Алексей Репик продал компанию Air Farm International, которая поставляет в Россию иностранную медицинскую технику. Ну кому же он ее продал? Давайте разберемся. Треть акций достались Василию Игнатьеву. Это генеральный директор группы компаний. Еще треть ушли генеральному директору Air Farm Holding Ольге Курьяновой. Ну и последняя треть акций ушли, как пишут ведомости, некой Валерии Даевой. Кто же такая Валерия Даева? А вот она, на этой семейной фотографии. Валерия Даева – это мама миллиардера Алексея Репика, которая в свое время дала деньги на старт бизнеса сына. Даева – профессиональный строитель. Сейчас она владеет компанией, которая по госконтрактам строит корпуса лучевой терапии. Вот, например, в Калининграде ее компания все никак не может завершить проект онкоцентра из-за проблем с поставками зарубежного оборудования. В общем, такой семейный бизнес на медицине с желанием не подвести его под вторичные санкции. Но и это не спасло. Месяц назад Алексей Репик попал под санкции Великобритании, и кажется, что это только начало. Мы в Scanner Project обратили внимание на статью наших коллег из издания «Важные истории». Они собрали строительные компании, которые работают в оккупированном Мариуполе. Среди них есть компания «Эрстрой». Ну ладно, подумали мы, интересное название, надо разобраться, кто за ней стоит. Компания активно набирает строителей в России, чтобы отправить их работать в Мариуполь. Вот на сайте HandHunter десятки вакансий от «Эрстрой», а вот вакансия на сайте Авито. Связаны ли между собой Air Farm Алексея Репика и «Эрстрой»? Ну конечно нет, не можем же мы на основании одной буквы делать такое предположение. И логотипы у них разные. Но заглянули мы и на сайт работа.ру, где «Эрстрой» тоже собирался искать строителей. Посмотрим еще раз. Вот логотип компании Репика Air Farm. А это старый логотип компании «Эрстрой». И еще раз, Air Farm, а это «Эрстрой», которая работает в Мариуполе. Но это, конечно, еще не все. Компанию «Эрстрой» создали спустя 3 месяца после войны, в мае 22 года. Кстати, некогда цветущий Мариуполь тогда же выглядел вот так. А еще через месяц «Эрстрой» публикует первые вакансии на строительство в Мариуполе. Владельцы «Эрстроя» Константин Нуриев и Николай Мелькис. Нуриев параллельно работает в руководстве одной из компаний «Газпрома». Как заметило издание Insider, компания Нуриева «Бургунди» продает элитное французское вино на миллионы евро, которое Репик ввозит в Россию в обход санкций через свою компанию «Риатико». Второй совладелец «Эрстроя» – бывший замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Мелькис. Также связан с Репиком. Он гендиректор его компании «Амсал», которая владеет сервисом «Е-аптека». Строительная компания «Эрстрой» создана для работы на оккупированных территориях и оформлена на связанных с Репиком лиц. О проектах «Эрстроя» в оккупированном городе много пишут в Z-каналах. Вот компания восстанавливает детскую поликлинику. Вот она отстраивает школу и жилые дома. У нас тут больше 2000 людей здесь. А вот «Эрстрой» вместе с сотрудниками штаба Захара Прилепина передает гуманитарную помощь пострадавшим от бомбежек семьям в Мариуполе. Очень рады и благодарны компании «Эрстрой» и генеральному директору Нуриеву Константину Сергеевичу и специалисту по социальной работе Молчановой Людмиле Анатольевне и их дружной команде, что уделили нам время и внимание, позаботились о нас. Спасибо огромное, мы очень благодарны и рады. Ну и последнее про связь компании «Эрстрой» с семьей Репика. Помните компанию Валерии Даевой, матери Алексея, которая строит медицинские центры? Именно она финансирует «Эрстрой». За полгода Петруска перевела «Эрстрою» более 108 миллионов рублей. Причем первый и самый крупный транш на 51 миллион пришел «Эрстрою» через 2 недели после его создания. Возможно, что и в этом случае мать дала сыну-миллиардеру деньги на новый бизнес.
Стройки по госконтрактам в Мариуполе. «Кому война, а кому мать родна», гласит народная поговорка. В случае с Алексеем Репиком она имеет прямое и переносное значение. Его семья зарабатывает на близости к власти, живет в США и свое будущее связывает с США, и в то же время участвует в оккупации Украины. Пока другие под сказки о захвате России умирают в окопах на чужой земле. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, расскажите в комментариях, как вам такой формат. Пока! Мы отправимся в ад, кровоточа. Нам расскажут, что приклад продолжение плеча. И жить в мире не нам, жить в мире больше не нам. Нас отправит на смерть дяденька в пиджаке. И прогноз обещает нам дождь из ракет с добрым утром, Вьетнам.